аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера, в чемодане которого нашли 455 тысяч евро. При досмотре мужчина сообщил, что при себе у него только 300 евро. Ну а уже в зоне посадки к нему подошел неизвестный и передал небольшой чемодан, что вызвало подозрение у правоохранителей. Деньги, скорее всего, конфискуют в пользу государства. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Российская армия значительно увеличила количество наступательных и штурмових действий. Впрочем, на крупное наступление не способна. Таки спокійно відносимось до публікації подібного кшалту. Тобто Росія буде витрачати на це багато коштів, буде говорити про те, що бійтесь нас. Це ж один із елементів, знову ж таки, пропагандистської кампанії. Вооруженный конфликт между Южной Кореей и КНДР возможен уже в ближайшие месяцы. Отправная точка, скажем так, нынешнего периода в северокорейской истории – это провал их дипломатии, саммит в Ханое. Девушки-близнецы из Грузии воссоединились спустя 19 лет после расставания благодаря ТикТоку. Я помогаю родителям найти их детей, которых украли и продали грузинские врачи. Я воссоединила сотни семей, но не могу найти своих биологических родителей. Но я найду. Я уверена, что найду их. Я найду их. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям! Российская армия значительно увеличила количество наступательных и штурмовых действий, сообщил командующий украинской группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. По его словам, второй день армия РФ проводит по 50 боевых столкновений ежедневно. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что Россия не способна на новое крупное наступление. По его словам, российская армия сейчас воюет количеством, а не качеством, и собирает 40 тысяч военных для очередного наступления на Авдіївку. Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію. Вони і сьогодні активно пробують проводити наступальні операції на Донецькому напрямку. Ми бачимо безпосередньо по 60-80 боєзіткнень на тих напрямках і так далі. Але Україна вже точно після 2 років війни розуміє, що як треба робити і як цьому протидіяти. Тут же питання в тому, що якщо ми хочемо суттєво знищити резерви Російської Федерації, то для цього нам потрібні дальнобійні ракети. Це ж очевидно. Тобто ви не можете кількісно воювати проти кількісно побудованої армії. Тобто ви не можете протиставити Російській Федерації кількість. Ви маєте протиставити і якість управлінських військових рішень, і якість високоточної зброї, і якість, скажімо так, прийняття рішення в принципі. Тобто швидко оперативно маєте приймати ті чи інші рішення. Оце все треба протиставити, і тому, знову ж таки, спокійно відносимось до публікації подібного кшалту. Тобто Росія буде витрачати на це багато коштів, буде говорити про те, що бійтесь нас. Це ж один із елементів, знову ж таки, пропагандистської кампании. В Кремле обсуждают создание евразийской цифровой валюты. И с ее помощью российские власти хотят разрушить созданную Западом мировую финансовую систему, пишет Washington-Post. В 2022 и 2023 годах в Кремле прошло несколько совещаний, посвященных тому, как снизить роль доллара США в мировой экономике. Об этом также говорится во внутренних документах Совета безопасности РФ, полученных разведкой одной из европейских стран. Кроме того, в одном из документов рассматривается возможность создания совместно с Китаем новой финансовой системы евразийской цифровой валюты. Впрочем, заинтересован ли Китай поддержать планы Москвы, неизвестно. Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. Но признал, что это направлено на создание альтернатив, заявив, что действия, предпринятые коллективным Западом, подрывают доверие без какой-либо помощи со стороны Москвы. Кремль тщательно следит за ситуацией и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной. Эмиссар МАГАТЭ едет проверить, что творят россияне на Запорожской атомной станции, и провести ротацию специалистов. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует в ближайшие 10 дней
посетить Запорожскую АЭС, Киев и Россию. Уязвимый энергетический статус станции остается одной из главных опасностей. По словам Гросси, на минувшей неделе стало известно о том, что мины по периметру станции в буферной зоне между внутренним и внешними ограждениями, которые были вывезены в ноябре 2023 года, теперь снова стоят на месте. Это будет 16-я ротация личного состава, так что я поеду с рядом экспертов, с тем количеством экспертов, которые туда возвращаются. Но самое главное, что я буду делать, это разговаривать с руководством, с российским руководством. Я буду смотреть, как решается вопрос с водой. Вы помните, что прошлым летом была разрушена плотина Новой Каховки, и это повлияло на возможности станции брать воду из Днепра. И теперь россияне бурят скважины на воду по периметру завода, так что это очень деликатная операция, и я должен все увидеть своими глазами. Шарль Мишель передумал уходить с поста председателя Совета ЕС раньше срока. Его место мог занять Орбан, что переполошило европейских политиков. Бельгийский политик собирался принять участие в июньских выборах в Европарламент. Впрочем, пересмотреть планы Мишеля заставили личные нападки, написал он на своей странице в Фейсбуке. Теперь он намерен оставаться на своем посту до конца срока, то есть до конца ноября. Досрочный уход Мишеля вынудил бы лидеров стран ЕС искать ему замену. Если бы им не удалось этого сделать, в Совете бы стал главой президент страны, которая председательствует в Евросоюзе, а во втором полугодии это будет Венгрия. Мой выбор вызвал пристальное внимание средств массовой информации и спекуляций. Кое-что я предвидел, учитывая беспрецедентный, а некоторые сказали бы смелый характер моего подхода. Это также привело к резкой реакции, не внутри Европейского Совета, а за его пределами, на перспективу участия в европейских выборах. Сокращение моего срока полномочий и продление мандата моего преемника на несколько месяцев. И я не хочу, чтобы это решение каким-либо образом использовалось для раскола Европейского Совета, который, я считаю, должен неустанно работать ради европейского единства. Вооруженный конфликт между Южной Кореей и КНДР возможен уже в ближайшие месяцы, пишет Нью-Йорк Таймс. По мнению американских чиновников, недавние заявления Ким Чен Ына были более агрессивными, и к ним нужно относиться серьезно. Северокорейский диктатор воодушевлен сотрудничеством с Россией и пытается доказать свой вес на мировой арене. При этом аналитики считают, что серьезной войны не будет, КНДР может нанести отдельные удары, но будет избегать большой эскалации. Отправная точка, скажем так, нынешнего периода в северокорейской истории – это провал их дипломатии, саммит в Ханое в 2019 году, после которой Северная Корея уходит в состояние кокона изоляции, которое потом усиливается коронавирусом. По-видимому, сейчас Северная Корея решила, что с некой вероятностью Дональд Трамп может выиграть выборы в США и снова стать президентом. И у них есть ощущение, что если они возобновят с ним переговоры, возможно, они чего-то от него добьются. Потому что они всегда считали его слабым звеном, думая, что они его перехитрят. Правда, в итоге Трамп перехитрил их, но вот у них есть надежда на матч-реванш. Для того, чтобы Трамп ими занялся, нужно, чтобы северокорейская тема была в повестке дня в Соединенных Штатах Америки. Как этого можно добиться? Этого можно добиться, устраивая какую-то эскалацию по мере праймериз, по мере начала дебатов между Трампом и Байденом и по мере того, как приближаются выборы в США. Скорее всего, вот вся эта эскалация связана с этим, потому что обычно эскалацию Северная Корея устраивает в расчете на то, чтобы что-то получить взамен. Долгое это время это была экономическая помощь, сейчас экономическая помощь находится на несколько этапов впереди, а основная цель, по-видимому, усадить Дональда Трампа за стол переговоров, если он выиграет выборы. Если выиграет Байден, тогда в Северной Корее вздохнут и пойдут дальше. Суд в США обязал Дональда Трампа выплатить $83 миллиона журналистке Элизабет Кэрролл по делу о клевете. Бывшего президента обязали дать компенсацию за заявления, унижающие Кэрролл и отрицающие ее обвинения в изнасиловании. Общая сумма в 8 раз превышает первоначальные требования журналистки, пишет CNN. В мае 2023 года суд уже обязывал Трампа выплатить компенсацию Кэрролл по делу о домогательствах и клевете. Тогда
Тогда сумма компенсации составила $5 миллионов. Впрочем, экс-президент США обжаловал это решение и до сих пор не выплатил назначенную компенсацию. Новый приговор он также собирается обжаловать. Его адвокаты считают дело политически мотивированным. Девушки-близнецы из Грузии нашли друг друга спустя 19 лет после расставания. Эми и Анна сразу после рождения забрали у умершей матери и продали в разные семьи. Спустя годы они случайно нашли друг друга благодаря телевизионному шоу талантов и видео на ТикТок. Анна выросла в Тбилиси, а Эми в Зугдиде, и обе даже не подозревали о существовании одна другой. Их жизни шли параллельно до судьбоносного видео в ТикТок, которое случайно увидела одна из девушек. BBC сообщает, девочки были двумя из тысяч младенцев, которые были украдены из грузинских больниц и проданы. Последние случаи были зафиксированы еще в 2005 году. Я помогаю родителям найти их детей, которых украли и продали грузинские врачи. Я воссоединила сотни семей, но не могу найти своих биологических родителей. Но я найду. Я уверена, что найду их. Я найду их. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!